с Virtus.pro, что пошло не так. Ну, мы хорошо очень знаем их, и они очень хорошо нас знают. Много тренировались вместе до StarLadder. В первой игре взяли все как хотели. Ну, скорее, они сыграли очень плохо. Во второй, в третьей немножко проиграли пик. Да и действия плохие были у нас. Начально дали себя запушить. В третьей должны были банить Бруду. Как бы решили, что справимся с ней, но не справились. Не, я не могу сказать, что кто-то сыгрался, кто-то нет. Они играли так, как они умеют играть. Ничего особенного они не делали. У них был просто очень сильный пик и правильные действия. Мы мало что могли с этим сделать, учитывая то, что у нас не было левелов на саппортах во второй игре. А в третьей я считаю, что на 70% это наше поражение, это заслуга Бруды. Просто и все. Если бы можно было поменять, то я бы, наверное, немножко поменял пик и начальные действия, потому что от них много зависит. Мы сделали плохой забег. Во второй нам пришлось брать новую на ЦМ-ке вместо колбы. То есть мы могли бы стоять просто с ФНом внизу. И тогда бы я набирал, ФН набирал, делили линию вдвоем, Семен бы фармил лес, а получилось, что у нас ЦМ-ка с новой, и мы стоим втроем, и левелов нет, и все плохо. Ну, в общем, поменял бы пик и начальные действия. Ростик очень хороший игрок. У него, как и у всех других игроков, есть свои какие-то заморочки. И он отлично вписался в коллектив. Сейчас пытаемся переменить его способности, его талант в нужное русло. Пока выходит с трудом, но учитывая то, что это первый лан, и как бы в обновленном составе мы еще много не поиграли, я думаю, что у нас все будет нормально. Сейчас потренируемся на буткемпе. Планируем приехать на буткемп после StarLadder, потренироваться там около 10 дней, потом поедем на виплей опять в Киев. Посмотрим, как сыграем на виплее. В любом случае поедем после виплея опять на буткемп в Москву тренироваться, играть квалы, мейджор, отбираться на ESL Франкфурт, Дримлигу. Ну, планы есть. Сделаны выводы, конечно, но немного рано об этом пока говорить, потому что надо понять, в чем проблема, и больше тренироваться. Ну, выводы сделаны, конечно, в плане... Ну, мы понимаем, почему мы проиграли игры. То есть после игры это довольно легко понять, почему ты проиграл, а во время игры гораздо тяжелее понять, что нужно делать, чтобы выиграть. Вот. Да, с настроем все хорошо. Особо сильно не расстроились. Конечно, это был важный турнир. Могли получить инвайт, если бы хорошо выступили. На момент, когда мы записываем интервью, Нави уже выиграли. У Вичи попали в финал винеров. Скорее всего, инвайт дадут им от СНГ, но они молодцы, заслужили. -1 конкурент на квалах будет. Ну, с настроем все в порядке. Главное, побольше тренироваться. Сейчас вместе вот поживем пару недель, поиграем. Думаю, что все будет хорошо. StarLadder порадовали очень хорошим турниром в Минске. Все было организовано, в принципе, на высоком уровне. Там были недочеты, были там негодования, я помню, у команд. Но для нас хорошо все было. Этот турнир тоже организован отлично, учитывая то, что это такой типа мини-турнир, invitational на 4 дня. Отель отличный, как бы за командами следят хорошо, сцена в арене новая тоже прикольная, как бы хороший турнир, хорошее впечатление. Практис-рума тоже ничего, очень мало места, но все, что нужно, есть для тренировок. Компьютеры, водичка, сникерсы. Читаем комментарии, конечно, после игр. Меряемся, на кого больше выливается хейта с ребятами. Ну, приятно, конечно, что есть люди, которые поддерживают команду даже в такой сложный период, когда мы сделали замену, и сейчас у нас не самые лучшие результаты. Приятно читать поддержку. Спасибо, ребята, что поддерживаете. Тем, кто ругает, тоже отдельное спасибо. Мы вашу критику воспринимаем. Стараемся.